Итак, мы уже начали с вами говорить о том, кто такие стейкхолдеры. Стейкхолдеры– это заинтересованные лица или группы лиц, которые могут оказывать влияние вот в приложении к данному курсу на развитие вашей карьеры. Этот список может быть достаточно большим. Вот здесь вы можете посмотреть и обратить внимание на несколько имен, несколько наименований позиций, которые, вот с моей точки зрения, на основе моего опыта, важно принимать во внимание. Но этот список, опять-таки же, не финальный, вы можете его дополнять, проделав такое аналитическое упражнение, посмотреть в рамках своей организации, а кто еще может влиять на развитие вашей карьеры. Здесь вот порядка 8 типов стейкхолдеров представлено на этом слайде. Ну, давайте немножечко поговорим о них и разберемся, почему они могут быть важными с точки зрения списка стейкхолдеров. Ну, вот первый– это линейный руководитель, ваш босс. Да, наверное, понятно, почему он здесь и почему мы в первую очередь говорим о нем, потому что это конкретно тот человек, который в наибольшей степени должен быть заинтересован в вашем карьерном развитии. Потому что в любой серьезной организации одной из функций линейного руководителя является развитие его команды. И это понятно почему. Команда развивается, она приобретает новые навыки, она становится более эффективной, она приносит больше денег в бизнес, и тем самым мы вот замыкаем вот эту вот логическую цепочку, почему линейный менеджер должен быть заинтересован, по большому счету, в развитии своей команды. Это тот человек, который, скорее всего, я надеюсь, видит вас максимально часто. Это тот человек, который знает вас и должен знать лучше всего внутри организации. Это тот человек, к мнению которого прислушивается организация прежде всего. Да. Это может быть и ваш рекомендатель, да, точно так же, как может быть и ваш детрактор. Да, то есть все зависит от того, как вы работаете, какие у вас отношения с линейным руководителем, насколько он вас ценит, не ценит, как сотрудник и так далее, и так далее. Это, наверное, понятно. Дальше, наверное, имеет смысл указать такую позицию или такого человека, стейкхолдера, как босс вашего босса. Почему это важно? Потому что все серьезные кадровые решения, все серьезные карьерные шаги и движения, они, конечно же, должны согласовываться с плюс один линейным руководителем, то есть с боссом вашего босса. Это нормально, в большинстве организаций так происходит, поэтому это, наверное, второй по значимости, вот я бы сказал, человек, который может оказывать влияние на развитие вашей карьеры. Кто еще? Вот генеральный менеджер, как ни странно, хотя меня многие спрашивают, я встречался со своим генеральным директором один раз в жизни, а многие, может быть, скажут, я вообще видел только раз в своей жизни этого человека. И если видел, то там, по телевизору или по каким-то онлайн-каналам коммуникационным. Ну, наверное, здесь имеется в виду не только SEO, да, а здесь имеется в том числе руководитель крупного рынка, руководитель маркета, принадлежащего какой-то конкретной стране. И здесь, конечно, шансов встречаться с ним, повзаимодействовать выше, больше. А, это бывают такие ситуации, когда именно этот человек может принять решение, да, вот этого парня или леди мы двигаем дальше, и это может быть очень таким серьезным решением в рамках всей организации. Ну, а такие решения обычно принимаются после того, как человек все-таки видит вас в реальной работе. Во многих организациях генеральные менеджеры выделяют определенный кусок своего занятого времени для того, чтобы бывать, что называется, с реальным бизнесом, в тесном контакте, побывать в полях и так далее. Это как раз вот тот шанс, который нельзя ни в коем случае упустить, да, и быть
готовы продемонстрировать максимум того, что вы можете. Есть такое понятие, как elevator speech, да, это вот тот короткий список стейтментов, да, характеристик ваших, который имеет смысл держать всегда про запас и в рамках там, 2-3 минут успеть рассказать все самое важное о себе, о ваших амбициях, о ваших целях внутри организации, почему вы ценный сотрудник для нее и так далее, и так далее. Естественно, вот этот elevator speech не только важно применять в ситуации встречи с генеральным руководителем, но с кем-то из команды руководства это тоже бывает, что очень хорошо срабатывает, и очень важно вот этот elevator speech лайнить, приводить в соответствие со стратегией организации. Да. Это еще раз вот референс, ссылка к тому моему пункту, что знать стратегию организации очень важно. Это не простые слова, не пустые слова, это план движения организации, это тот путь развития бизнеса, который команда руководства видит, и в рамках которого будут открываться новые позиции, в рамках которого организация будет искать таланты, и это для вас очень хороший шанс продвинуться дальше. Кто еще? Ну, еще могут быть, естественно, сотрудники отдела HR-подразделения, HR-бизнес-партнер. Очень важный человек, который, в общем-то, должен и, наверное, знает очень много о каждом сотруднике организации. Он участвует в том числе в большинстве решений, которые принимаются для развития, для инвестиций в человеческие ресурсы и так далее, и так далее. Поэтому вот он тоже обязательный стейкхолдер вот в нашей карте. Кто еще? Это ваши коллеги, это партнеры на такой же позиции, которые работают с вами, может быть, не в команде, но в соседнем департаменте, да, то есть это вот те люди, которые в том числе могут иметь, наверное, точно будут иметь амбиции двигаться дальше. Где-то они будут вашими конкурентами, где-то они будут вашими дополнительными источниками информации, но однозначно они тоже могут оказывать влияние на развитие вашей карьеры. Их точно нужно включать вот в этот план, в этот список стейкхолдеров. Кто еще? Ну, вот здесь стоит у нас еще такой человек, как communication менеджер, да, менеджер коммуникации. Прежде всего мы здесь говорим о человеке, который отвечает за коммуникацию внутрь команды. Очень важный человек, и в крупных компаниях даже есть отдельные позиции, где-то, может быть, его нет, и этот функционал выполняет там сотрудник HR-подразделения, там, может быть, ассистент генерального руководителя. Но это вот тот человек, который отвечает за правильное движение информационных потоков сверху вниз и снизу вверх. Да. И вот правильно включившись в коммуникацию с вот этим стейкхолдером, тоже бывает важно для того, чтобы работать над своим персональным брендом внутри организации, над своей долей голоса внутри организации. Вот все эти компоненты однозначно будут влияние оказывать на развитие вашей карьеры. А, L&D менеджер, менеджер по лидерству и развитию, где-то он называется тренер, а где-то он называется L&D менеджер. То есть это человек, который отвечает за развитие hard и soft skills, технических навыков и лидерских навыков, и в том числе может участвовать в проведении ассессмент-центра, может давать обратную связь, может и, скорее всего, будет наблюдать вас в рамках крупных совещаний, в рамках ролевых каких-то игр и так далее, и так далее. Вот это как тоже тот человек, который может быть достаточно решающим с точки зрения голоса, да, вот, в развитии вашей карьеры внутри организации. И достаточно большой список коллег из саппорт-функций, поддерживающих функций. Это может быть и а, департамент дистрибьюции, если вы работаете в отделе продаж. Это может быть ребята из отдела коммерческого развития, которые отвечают за эффективность работы отдела продаж. Это могут быть коллеги из финансового департамента, из комплайнс-службы,
и многие-многие другие, которые в том числе создают вот этот образ вас как сотрудника. То есть это вот те люди, которые могут дать и которые могут спросить обратную связь на вас. И их тоже нужно держать вот в рамках этого списка стейкхолдеров. Таким образом, вот сейчас мы поговорили, наверное, о основных группах стейкхолдеров, которые имеет смысл принимать во внимание, когда вы будете строить план по работе со стейкхолдерами. Это вот тот, если можно назвать это внутренний environment, да, то есть вот та внутренняя среда, которая окружает вас внутри организации, которая может помогать вам двигаться вверх, вбок, развивать вашу карьеру, а может не помогать, может как раз ограничивать ваши амбиции и ставить препятствия. Вот поэтому мы дальше с этим списком стейкхолдеров с вами немножечко поработаем, да, для того, чтобы понять, а что с этим делать дальше. А, Чтобы поработать со списком стейкхолдеров, мы можем с вами воспользоваться очень хорошим и полезным инструментом. Называется он карта стейкхолдеров или стейкхолдер мэппинг. Что это такое? Достаточно простой инструмент, матрица, которая состоит из 4 основных секторов. Формируются они с помощью 2 осей. Одна из них отвечает за уровень влияния стейкхолдера в направлении помогает, не помогает вашей карьере. И горизонтальная ось — это уровень коммитмента, то есть уровень, наверное, вовлечения стейкхолдера в вашу карьерную судьбу. Вот разделяя эту матрицу на 4 сегмента, мы можем увидеть 1, 2, 3, 4 квадрата. Они все отличаются друг от друга с точки зрения ожидаемых действий с вашей стороны. Да? И давайте попробуем вот их отмаппировать, да, расположить наших стейкхолдеров в рамках вот этой матрицы. Что у нас получится? Ну, вот первый у нас был стейкхолдер, линейный менеджер, линейный руководитель. Скорее всего, он попадет в 4 квадрат, да, потому что мы уже сказали о нем достаточно много. Скорее всего, самый влияющий, самый вовлеченный человек вот у нас попадает в 4 квадрат. Дальше. Босс вашего босса, говорили о том, что без него никуда. Он будет оказывать очень серьезное влияние, импакт на вашу карьерную судьбу, но так как он очень занятой, команда большая, скорее всего, он, естественно, не будет настолько вовлечен, как линейный руководитель в вашу карьерную судьбу. Кто еще? Генеральный менеджер. Да, примерно такой степень влияния. Чуть-чуть еще левее, да, по горизонтальной оси он располагается, еще меньшая степень вовлечения. HR-бизнес-партнер чуть ниже, чем линейный менеджер по степени влияния, но достаточно сильно вовлечен, и поэтому мы тоже его, наверное, давайте поставим в четвертый сегмент, 4 квадрат. Менеджер коммуникации не очень сильно вовлечен, да, очень большая организация, много сотрудников, но степень влияния где-то в районе средней или чуть-чуть выше. Ваши пиры, сотрудники по команде, ваши партнеры из других департаментов поставим, скорее всего, в 1 квадрат. Помним, да, что они вот отвечают за вот этот вот ореол ваш, да, который может оказывать влияние на вашу карьерную судьбу, но все-таки в меньшей степени, да, чем все остальные и с точки зрения вовлечения, да, и с точки зрения влияния. L&D менеджер поставим во второй, будет сильно вовлечен, да, потому что все-таки он отвечает за развитие конкретных сотрудников, да, но степень влияния не такая большая. Ну и саппорт-функции, поддерживающие функции, коллеги из этих департаментов, они тоже примерно где-то между 2 и 1 квадратом, могут в разной степени быть вовлечены
вашу карьерную судьбу, поэтому мы их располагаем ниже средней линии по степени влияния. Что мы с вами имеем? Вот мы с вами сейчас взяли и расположили ваших стейкхолдеров вот в матрице карты стейкхолдеров. Что с этим делать? Ну, наверное, вы уже обратили внимание, что есть две таких серых стрелки, где написано main task, главная задача. Главная задача будет заключаться в том, чтобы работать над тем, как подвинуть стейкхолдеров с левой части этой матрицы в правую часть этой матрицы. Как сделать так, чтобы они были максимально вовлечены в вашу карьерную судьбу? Вот в этом как раз и будет заключаться план работы, план развития ваших стейкхолдеров. И это очень важно, да, почему? Потому что вот с точки зрения ожидаемых действий с вашей стороны, каждый из этих 4 сегментов, он будет отличаться. Э, Квадрат номер один, там, минимальное внимание с вашей стороны. Квадрат номер два, главная задача заключается с вашей стороны, чтобы держать информированными этих стейкхолдеров о вашем карьерном плане, да, о ваших карьерных амбициях. Нужно не стесняться заявлять об этом, кстати говоря. А вот те стейкхолдеры, которые у нас попали в третий, особенно квадрат, да, и в начальную часть четвертого квадрата, такой как HR, бизнес-партнер, нужно стараться двигаться их как можно больше вправо, да, для того, чтобы а, ожидать максимальную степень вовлечения с их стороны. Что с ними нужно делать? Ну, как правило, их нужно, конечно же, держать максимально детально в курсе того, что происходит с вашей карьерой, вот с этим вашим планом, что вы для этого делаете, какая помощь требуется от них. То есть в том числе, если стейкхолдер находится в четвертом квадрате, вы его туда немножечко подвинули, вы можете запрашивать еще и ресурсы дополнительные, которые очень важны будут для вас. Ну, там, тренинги, например. Я знаю очень много ситуаций, когда компания, в общем-то, дошла на то, что выделяла конкретно часть времени в рамках рабочего дня даже для сотрудника, делегировала его вот, на прохождение таких достаточно длинных тренинговых курсов а, по владению новыми навыками, да, для того, чтобы человек был готов занять там следующую позицию. Да. То есть вот стейкхолдер, который будет в четвертом квадрате находиться, от него можно попросить вот дополнительные ресурсы, да, там босс вашего босса, там генеральный руководитель. Да. А, Очень важно максимально вовлекать стейкхолдеров вот в ваш карьерный план. Приглашать на встречу с командой. Если вы участвуете в каком-то проекте, то стараться приглашать вот этого стейкхолдера принять участие или, например, если это не получается, посылать какие-то очень короткие e-mail, предварительно договорившись с ним о том, как закончилось совещание, да, на каком этапе находится проект и так далее, и так далее. Да. То есть вот все вот эти маленькие детальки, они как раз вот будут помогать двигать вашего стейкхолдера из квадрата 3 в квадрат номер 4. И, естественно, очень важно понимать, а какие потребности у этого стейкхолдера. Да? То есть мы все друг для друга клиенты внутри организации. Да, с этим, наверное, сложно поспорить. Мы все друг для друга что-то делаем, чем-то помогаем, что-то продаем друг другу, в том числе в хорошем смысле этого слова. Промотируем кого-то или, наоборот, не промотируем. Но все должно укладываться очень гармонично вот в ту картину потребностей стейкхолдера, о котором мы с вами говорим. Да, если это босс вашего босса, какие могут быть потребности здесь у этого человека? Ну, скорее всего, отвечая за какой-то крупный департамент, он будет заинтересован в том, и это, как правило, так и бывает, чтобы на каждую ключевую позицию у него был даже не один, а может быть 2 саксессора. Да. Это гарантия того, что департамент, организация будет функционировать, что называется, без сбоев. И вот понимая одну из этих потребностей такого стейкхолдера, вы можете очень правильно себя позиционировать на какую-то конкретную, например, позицию внутри вашей организации, где, например, босс вашего босса видит наибольшие риски.
И совершенно спокойно можно поговорить с этим человеком, сказав о том, что если есть какие-то риски с точки зрения succession плана, да, в его департаменте вы бы хотели быть очень важным элементом этого плана, чтобы вы тоже были включены в рамки вот этого succession плана. Это вот такие маленькие, небольшие примеры, да, как это можно делать, как можно с этим работать. После того, как мы закончили с картой стейкхолдеров, мы в целом определились с вашей конкретной ситуацией, кого куда нам расставлять, и мы поговорили о том, каков такой general план должен быть, да, как с этим работать. Мы сказали, что можно двигать стейкхолдеров слева направо. Мы можем уже поговорить о конкретном, очень коротком таком подходе, что нам нужно включить, какие элементы экшн-плана по каждому из стейкхолдеров нам нужно держать с вами в голове. Их не так много, и здесь вот я предлагаю очень такой понятный короткий список, что нужно взять в этот экшн-план, про что нужно не забыть. А, После того, как мы определили стратегию работы с конкретным стейкхолдером в зависимости от карты, куда он у нас попал, мы сказали о том, что важно понимать его потребности. Один пример мы с вами разобрали. Босс вашего босса точно так же можно сделать по каждому из ваших других стейкхолдеров. Ну, например, если это линейный руководитель, а, очень важно знать, какие карьерные амбиции есть у вашего линейного руководителя. Кто он и где он. И об этом можно совершенно спокойно поговорить, объяснив, что я понимаю, твое движение зависит в том числе от того, где ты себя видишь. И мое карьерное движение тоже зависит очень тесно от тебя. Откровенно поговорить с этим человеком о его карьерных амбициях, да, какие потребности он вообще видит. И вот зачастую очень многое становится понятным, и ваш план действий, он может быть изменен и будет иметь больше деталей после вот такого простого разговора. А, Очень важный пункт, после того, как вы определились с потребностями конкретного стейкхолдера, вы должны понять, а что вы от него ожидаете. Вот что вы хотите, чтобы он делал для вашего карьерного плана. Если это линейный руководитель, ну, наверное, самое будет полезное и важное то, что он будет вас презентовать, он вас будет промоутить, продвигать внутри организации, он будет рассказывать о ваших достижениях разным людям в HR-подразделению, своему боссу и так далее, и так далее. Да? Вот это вот то поведение, да, которое вы бы хотели ожидать от этого типа стейкхолдера. И в том числе вы должны подумать о том, как вы узнаете, что это происходит. Да? То есть человек может сказать о том, что да, я о тебе говорил, я тебя промоутил, я презентовал тебя на талант-ревью, но по каким-то причинам что-то пошло не так, и ты все-таки не попал в пул талантов. Важно понимать и делать какой-то дабл-чек, да, в том числе внутри организации. А действительно ли это было так, как вам рассказывает ваш линейный руководитель? Я знаю много ситуаций, когда по тем или иным причинам почему-то линейный руководитель не хотел вот говорить правду, да, может быть много причин, да, для этого, и поэтому я бы рекомендовал делать дабл-чек. Например, поговорить после талант-ревью с сотрудником HR-подразделения, сказав о том, что для меня это очень важно, знать, где еще, что мне нужно подтянуть в следующий раз для того, чтобы быть включенным в талант-пул. И вот этот простой вопрос, он тоже может открыть очень много деталей, и вы поймете, да, остальные стейкхолдеры соблюдают ваши договоренности с ними, они делают все так, как вы себе запланировали, или что-то пошло не так, и ваш акшн-план нуждается в корректировке. И после этого можно сделать там, 2, 3, 4 буллета, пункта наиболее важных по каждому из стейкхолдеров, список которых мы с вами составили. Таким образом у вас получится такой полноценный план действий работы со всем списком стейкхолдеров,
Естественно, фокус нужно делать на тех, кто наиболее вовлечен, да, и на тех, кто может оказать максимальное влияние на вашу карьерную судьбу. Это приоритет. Да. Но и не нужно забывать о другого рода стейкхолдеров, о которых мы с вами поговорили, которые у нас попали по степени влияния на вашу карьерную судьбу ниже среднего уровня. Они тоже, как-то ни странно, бывает, что оказываются вот той важной каплей, тем важным голосом, который может перевесить решение в вашу пользу или же нет. Спасибо. Надеюсь, что вот такой очень простой подход, что нам делать со стейкхолдерами, поможет вам приблизиться к вашему неотразимому плану действий по развитию карьеры.